17 ноября – это Международный день отмечается Международный день студентов или День международной солидарности студентов. История праздника началась в 1939 году, когда пражские студенты вышли на демонстрацию в честь годовщины образования Чехословацкого государства. Оккупационные нацистские войска разогнали людей, убив одного из студентов, что спровоцировало масштабные акции протеста. В связи с этим 17 ноября немцы окружили общежитие, задержали и отправили в концлагеря 1200 студентов, а 9 казнили. Какой остров является самым большим в мире? Самым большим островом в мире является Гренландия площадью 2,2 миллиона квадратных километров, территориально принадлежащая Дании. Около 84% поверхности покрыта ледниками, из-за чего большая часть острова не заселена. Здесь проживает около 60 тысяч человек. Что из этого является названием танца? Гавот – это французский народный танец «цепочка», который зародился в южных и центральных регионах страны. Предположительно, имеет кельтское происхождение. В XVII веке был введен в репертуар придворной и салонной музыки. Фагот, гавой и тромбон – это духовые музыкальные инструменты. Что делает клептоман? Клептомания – это болезненное влечение к кражам. Для больного важно не обладание материальными ценностями, а сам процесс воровства, который сопровождается особым психоэмоциональным состоянием. Как называется этот предмет одежды? Слово «худи» происходит от английского «hood», что переводится как «капюшон». В 30-х годах трикотажные свитера с капюшонами стали выпускать для спортсменов, чтобы они не переохлаждались во время тренировок. Позже удобные кофты перенял рабочий класс. В 60-х годах худи стали основной одеждой хип-хоперов. Пик популярности худи пришелся на конец 70-х годов после выхода фильма «Рокки». С какой страной у России самая длинная сухопутная граница? Россия граничит с 18 государствами и имеет наибольшее количество стран-соседей в мире. Самая длинная сухопутная граница с Казахстаном. Ее протяженность составляет 7598,6 километра. Дополните пословицу «дружба дружбой, а врозь». Народная мудрость гласит: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Это значит, что неправильно смешивать личные и деловые отношения. Также возможна трактовка, что собственная выгода всегда важнее нравственности и душевных порывов. Как зовут эту фигуристку? Анна
Анна Щербакова – российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2021 года. Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию, тоже 2021 года. Трехкратная чемпионка России. Это первая взрослая фигуристка в истории, исполнившая четверной лутс на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев, а также первая в истории, исполнившая 2 четверных лутса в одной программе. Кто написал произведение «Один день» Ивана Денисовича? «Один день» Ивана Денисовича – первое опубликованное произведение Александра Солженицына, принесшее ему мировую известность. В нем рассказывается об одном дне из жизни советского заключенного, русского крестьянина и солдата Ивана Денисовича Шухова. Как называется формат ватмана в соотношении сторон 30 см на 40 см? Листы ватмана бывают разных размеров, которые определены ГОСТом и международным стандартом ISO. Так, ватман формата 30 на 40 см имеет серию А3, точные размеры 297 мм на 420 мм. Как звали Чайковского? Петр Ильич Чайковский – русский композитор, педагог, дирижер и музыкальный критик. Наследие Чайковского представлено 10 операми, 3 балетами, 7 симфониями, 104 романсами и прочими произведениями. Чайковский считается одним из величайших композиторов мира. Сколько звезд в созвездии Большой Медведицы? Большая Медведица – созвездие северного полушария неба. Оно состоит из 7 ярких звезд, которые составляют фигуру, напоминающую ковш с ручкой. Большая Медведица покрывает 1279,66 квадратных градусов или 3,10% всего неба, что делает его третьим по величине созвездием. Какой из этих городов является столицей Алтайского края? Барнаул – административный центр Алтайского края, расположен на юге Западной Сибири в месте впадения реки Барнаулки в Обь. Основу промышленного комплекса составляет 126 крупных и средних предприятий с численностью 22 тысячи работников. Наибольший рост показывают предприятия по производству транспортных средств, оборудования и металлообработки, химической отрасли, перерабатывающей отрасли. Какая мышца является самой сильной? По создаваемому усилию самой сильной в организме человека является жевательная мышца, расположенная в задней части нижней челюсти и обеспечивающая ее движение. Она развивает усилие до 72 кг.